И вот этот тренд, он, на мой взгляд, неправильный. Опять же, вот в этой ситуации, которую ты рассказал, чего не хватает? Не хватает вот этого второго образовательного элемента, когда вот этот Вася, ему, ну, типа, дают возможность, что, типа, смотри, вот, есть вот образование такое, бери и учись. Ты можешь научиться, и теперь ты не будешь Java-разработчиком, ты будешь просто инженером, который решает задачи, решает проблемы какие-то. Второе – это как бы как проверять людей, как вообще ассессмент делать того, что человек там знает или нет. Вот, на мой взгляд, это должно быть что-то типа вот ты очень хорошо разбираешься в систем-дизайне, да, как в меме, ты шаришь в этой теме, вот. И чтобы мне быть хорошим инженером, это значит сейчас с AI, то есть AI-систем-инженером, мне нужно знать, какой инструмент когда применить. Мне нужно там уметь вот эти все эвалы настроить, понимать, как работать с LLM-кой, разные методологии, собирать их под конкретную задачу и все. Так это же можно проверить на собеседовании. Типа можно сделать, что типа вот есть собеседование, там типа пул задач, 15 штук, 20 каких-то примерно, да, как бы общих таких формулировок. И ты понимаешь, что ты под каждую задачу должен там вживую, в лайве выбрать методологию, подобрать ее, запустить что-то, посмотреть, там, проверить, как это работает, не работает. В Brownfield какой-то залить, в Redfield, как Legacy какой-то жесткой, да, там какую-то фичу, или в Greenfield, если это другое. Вот, там подобрать все это из паттернов, собрать, и вот тебе получается, чем не систем дизайн. И это может быть уже сегодня стандартизированным этапом собеседования. Знаешь, стандартизированно сложнее, но собрать под себя такую штуку вполне. И мне кажется, что сейчас вот тот же самый систем дизайн, как он, ну, типа раньше был, он не особо ценен. Гораздо прикольнее взять человека и сказать: окей, смотри, ну, например, у нас есть сложный проект, кодовая база такая, мы с тобой должны спроектировать вот это, и давай спроектируем и сделаем, короче, с агентами, со всем вот этим. Сразу. Да, и Прикольно. увидеть, как он формулирует задачу, да, ну, то есть как он определяет критерии верификации, ну, то есть с чего он вообще начнет, да, ну, то есть, типа, как он, например, с текущей кодовой базой попытается разобраться, чтобы понять, а что там устроено, какие он тебе вопросы позадает, да, ну, то есть, как бы, как он примет результат от этого агента. Ну, короче говоря, вот эти все Вот ты штуки. тогда вшиваешь, да, тогда как бы собеседование систем дизайн вшиваешь вот этот огромный пласт другой, и человек может в систем дизайне шарить, а вот в этом не сильно шарить. А там, знаешь, какая история? И я про это рассматривал как опциональную штуку. То есть, кстати, часть людей Мгм. говорит, мы, типа, очень крутые в использовании инструментов, ну, типа, Мгм. мы в этом шарим, а ты нас гоняешь, ну, там, рисовать кубики, квадратики. Ты такой говоришь, ну, и, типа, и в кубиках, квадратиках мы шарим. Ты говоришь, отлично, давайте вместо, там часу, ну, по часу разных двух секций, типа, сделаем одну, но на два, и проверим сразу вот это все. И, например, и платформу вашу любимую, да, то есть потому что сервис будет на ней, ну, типа, стандартную инженерию, например, в Java или там еще в чем-то. И одновременно, как вы спроектировать можете. И как вы пользуетесь вот этим инструментом, если вы говорите, что вы без него как без рук теперь. Ты проектируешь Мгм. такую штуку, и вы вместе, ну, типа, проходите это. Понятное дело, что, скорее всего, это будет условно пилотное собеседование, то есть ты его стандартизировать не можешь, ну, типа, сходу. Но тебе нужно будет Ну, собрать попробовать, какую-то да, да, понятно. статистику, там, критерии оценки, типа, какие задачи даем и так далее. Но, мне кажется, туда должна двигаться история, потому что это больше похоже на то, как сейчас условный стафф-инженер работает над сложными задачами.